У каждого из нас когда-то в жизни были экзамены, а кому-то эти экзамены еще предстоит сдавать. Экзамены – дело нечастое и порой очень волнительное. Слово «экзамен» пришло к нам из латыни. И дословно, вот если перевести с латыни «экзамен», это означает «стрелка на весах». То есть эта стрелка и показывает то, что вы положили на чашу весов. Это и есть экзамен. Вы проверяете вес на весах. А в переносном смысле это могут быть знания, это может быть проверка техники, да что угодно. А как вам такая мысль, что мы с вами каждый день проходим экзамен по предмету вера Божья? Вот каждый день мы с вами можем этот экзамен сдать или провалить. Каждый день мы можем говорить Богу: «Да, пусть будет воля Твоя», или сказать: «Не сейчас, не сегодня. Да, я согласен с Тобой, Бог, я верю в Тебя, но не сегодня». И тогда мы экзамен проваливаем. Каждый день мы можем, например, молиться за тех, кто обижает нас, или просто тех, кто обижает, их брать и ненавидеть. Мы можем в молитве, в любой ситуации Бога благодарить, как учит нас Писание. Ведь всегда можно благодарить Бога, а можно всегда роптать и жаловаться на жизнь и судьбу. Итак, давайте задумаемся, что каждый день мы с вами сдаем экзамен. И в Библии, в Новом Завете есть место, что есть одна духовная личность, которая очень жаждет принимать этот экзамен. Давайте сейчас вместе откроем с вами Евангелие от Луки, 22 главу, и прочитаем, кто же это. Евангелие от Луки, 22 глава, стихи 31 и 32. «И сказал Господь», Он обращается к Петру: «Симон, Симон, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Вот что говорит Иисус, что дьявол не просто просит, я в греческом читал, там написано, он требует. Он говорит: «Позволь мне», и слово «сеять» дословно переводится «просеивать». Знаете, берут такое решето, чтобы отделить настоящие зерна от всякого мусора, от плевел, от мякины, от того, что шелуха, то, что выбрасывается. И вот сатана требует буквально, говорит: «Ты думаешь, это все вот эти люди, это что, они, думаешь, тебе верят? Вот дай мне провести этот экзамен, да я проведу тест на их веру, и ты увидишь, что никто этот экзамен не сдаст». Вот об этом здесь написано. «Симон, Симон, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». То есть сатана буквально хотел бы нас трясти, знаете, вот выбивать, создавать такие ситуации, что никто бы из нас не устоял бы и сказал бы: «Это невозможно терпеть». Но на самом деле некоторые люди так и говорят, что ты знаешь, в моей жизни такая была ситуация, что я просто не смог это вынести. У меня не было терпения. Это просто были нечеловеческие испытания. А Писание нам говорит, это послание к Коринфянам, 10 глава, мы читаем 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». То есть Бог не позволяет сатане трясти и выколачивать нас, чтобы мы потеряли веру. Написано, мы только что читали, что искушение обычное, человеческое, что он, мало того, он не просто нас защищает, да, а что дает облегчение, чтобы мы могли эти все испытания перенести. Но вернемся с вами ко Христу, который говорит Петру, что дьявол буквально требует, чтобы нас трясти, выбивать, просеивать, чтобы никто не смог устоять в жизненных испытаниях, что он
хотел бы, чтобы все провалили экзамен по предмету «Вера Божья». Но он продолжает. «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Слово «не оскудела» дословно в греческом переводится как «я молился, чтобы твоя вера не исчезла, не испарилась». И какова реакция апостола Петра? Что он отвечает учителю? Он говорит: «Господи, да я с тобой готов и в темницу, я с тобой готов и насмерть идти». По-другому он говорит: «Иисус, не переживай за мою веру. У меня столько веры, что никто и ничто не остановит меня, что я готов идти за тобою в любой ситуации. Я не боюсь смерти». А Иисус отвечает: «Послушай, Петр, не пропоет и петух сегодня утром, как ты трижды отречешься от меня и скажешь, что не знаешь меня». И вот что мы видим, что Иисус мог бы молиться за какую-то отдельно взятую ситуацию, сказать: «Петр, я буду сегодня ночью молиться, потому что у тебя есть испытание или будет испытание. Ты можешь от меня отречься. И вот я тебя буду в этом укреплять». Нет. Он молится именно о Петре и о каждом из нас, чтобы наша вера не исчезла. И он именно молился о Петре. Мы знаем, что да, действительно, Петр отрекается, и это было падение. Но он снова поднимается, потому что Иисуса молитва, сильная молитва, потому что вера в его сердце не потухла и не исчезла. И он снова идет за Христом. Несмотря на сложности, несмотря на страх, который был, он идет за Иисусом. Поэтому, дорогие друзья, давайте поймем, что как важно для себя открыть, что Бог нас оберегает, защищает, что да, приходят испытания, но Иисус каждый день молится, чтобы наша вера не оскудела. И мы можем молиться друг за друга. Это очень важно, чтобы вы молились за меня, и молился за вас. Поэтому всегда пишите нам. У нас есть Viber, у нас есть телефоны. Мы готовы молиться вместе с вами и друг за друга, чтобы наша вера не оскудела. Как написано в Писании, что праведник 7 раз упадет, но снова поднимется. Вот смотрите, такое несовместимое. Как это? Праведник, да? Но ведь мы несовершенны, и мы праведники не по своей праведности, а потому что приняли праведность Божью, наша праведность от Бога. И мы можем время от времени, да, ошибаться, иногда мы падаем. Но если вера не исчезла, если она не испарилась, если не оскудела, мы продолжаем идти за Христом. Дорогие друзья, я в заключении программы хочу сказать, что вот я только закончил работу над журналом, такой маленький журнал «Вдохновение». Если вы еще не получали, мы можем выслать его почтой или просто электронной почтой, или на Viber электронную версию журнала. Здесь вот статья, которую я недавно проповедовал: «Не холоден, не горяч». Я думаю, будет интересно вам снова вспомнить, почитать. Такой новогодний выпуск. Поэтому, если вы хотели получить этот журнал почтой, пожалуйста, напишите, мы вам его вышлем. Дорогие друзья, пишите, звоните. Божьих вам благословений. До свидания. Увидимся через 1 неделю.